Друзья, наш канал уже давным-давно растет. У нас август 2025 года, начинается новая серия подкастов. Я их буду делать до конца декабря. Но тема, которую мы сегодня затронем, она касается абсолютно всех. Как похудеть в конце лета? Что нужно делать? У нас в студии Вадим Суразаков, 20 лет опыта работы как персональный тренер. Вот, Вадим, первый такой вопрос. Что нужно делать? Вот что нужно делать людям, которые долгое время кушали летом, они вели плохой образ жизни? Что, наконец-то, нам нужно начать делать, чтобы снова вернуться в форму и прийти в себя? Добрый день, Михаил. Всех приветствую. Также на этом подкасте очень рад здесь оказаться. Самое базовое, самое понятное, это нужно начать, поставить себе цели и уже двигаться. Какие конкретно действия уже делать, зависит от целей. Если похудеть, то тут нужно взять несколько важных аспектов, расставить приоритеты: питание, тренировки, образ жизни, и уже от них отталкиваться. Ну, детально, я думаю, мы сейчас разберем, что интересует. Ну, Вадим, вот я хочу сбросить 10 килограмм, к примеру, да? Вот я набрал лишние 10 килограмм за лето, и мне нужно их сбросить. Что важнее, питание либо тренировки? Вот что нужно ставить в первую очередь? Здесь можно с нескольких зайти сторон. Можно сказать, что питание на первом месте. Можно сказать, что тренировки в зависимости от того, где есть просадка. Например, если по питанию все хорошо, но есть дефицит калорий, да, необходимо создавать дефицит калорий для того, чтобы снизить вес. Если по питанию есть дефицит калорий, но при этом вес не снижается, можно добавлять активности. Либо наоборот, если по активности все хорошо, то в любом случае питание нужно смотреть, еще больше корректировать. Все индивидуально, нужно смотреть, что просаживается. А по идее самое важное собрать все комплексно, чтобы было хорошо и в питании, и в тренировках, и в образе жизни, что немаловажно. То есть получается, что дефицит калорий – это основополагающее? Для похудения, да. Для похудения, да. Вот. Но у нас десятки тысяч каналов и на Ютубе, и в Инстаграме, и везде люди дают какие-то лайфхаки, да? Вот да. Как с этим жить? Я захожу на Ютуб-канал какой-нибудь, захожу на чей-то Инстаграм, делайте одно упражнение, ешьте, что хотите. Вот я следовал этому правилу целое лето, и у меня ничего не получилось. Как вот людям, которые занимаются профессиональными тренировками, да, дают профессиональные советы людям, которые приходят и в спортзал, вот, как похудеть. Они вот смотрят совершенно другой контент, да, и им рассказывают: нет, это вообще не работает, а там миллионы просмотров, там крутые комментарии, там, скорее всего, комментарии, как люди достигли этой же цели, да, вот мы это все знаем прекрасно. Что вообще, как вы с этим боретесь? Я бы не сказал, что мы боремся, мы помогаем. Лайфхаки, они на то и созданы, что кому-то лайфхак подойдет, кому-то лайфхак не подойдет. Как я уже сказал, все индивидуально, и кому-то подходит, например, лайфхак про питание, кому-то он совсем не подойдет. Но общая база в том, чтобы создать дефицит калорий при похудении и создать активность. Нужно потратить настолько много калорий, насколько можешь, чтобы тебе было комфортно. Уже от этого отталкиваться. Соответственно, когда человек приходит к нам в зал, мы полностью его опрашиваем, так скажем, собираем анамнез. Это такое более медицинское понятие. Вот. Но в целом собираем всю информацию и уже смотрим из активности человека, из того, как он образ жизни ведет. Немаловажно, как он работает. Активная работа, либо сидячая работа, пассивная. Вот, и от этого уже даем какие-то рекомендации на построение тренировочного процесса, на построение плана питания и какие-то оптимизации по образу жизни, по работе. Ну, а вот миф о том, или не миф, сейчас мы узнаем, похудеть там на 10 килограмм за 2 недели, за 3, это вообще реально? Реально. Реально как? Как? Не есть. Не есть, вообще ничего не есть. И заниматься? Заниматься будет сложно, но да. Не есть и заниматься. Если прям супер просто говорить, то меньше ешь, больше двигайся. Это прям база базовая.
Но хорошо, если нужно меньше питаться, люди уже привыкли к какому-то своему питанию, им очень тяжело отказываться. Есть ли какие-то другие, возможно, формулы успеха? Как вообще приходит вот именно к такому моменту, что питание нормализовывается? Вот мне очень тяжело было отказаться, да, вот я долгое время пытался как-то снизить и объем питания, да, переходить на там больше овощей, но я на самом деле до сих пор испытываю иногда такую потребность съесть что-нибудь сладкое. Вот как вы мотивируете? Вот, здесь вопрос уже мотивации. То есть с точки зрения физики все просто. Мы ограничиваем калории. Здесь каких-то чудес не может произойти. Если мы будем в профиците калорий, то не получится похудеть. Но вопрос уже как раз о комфорте, о мотивации. Если хочется съесть сладкое, ну, нужно съесть сладкое, если это критично влияет. Если есть возможность скорректировать питание, настроить внутри базу по нутриентам, калории, подровнять по белкам, по жирам, углеводам, по клетчатке. И в целом, если уже есть какое-то привычное настроенное питание, вот нужно начинать с этого. Например, иногда пользуются методом, есть различные методы, иногда пользуются методом, убираем сперва ужин, какие-то вредные, так скажем, привычки на ужин, да, например, там поесть много сладкого, либо выпить алкоголь и так далее. Можно это, конечно, все регулировать, но с ужина, например, начинать, а вот завтрак, обед оставлять в привычном варианте. И уже тут методом тыка для себя выстраивать план. Как вариант такой. Либо можно сразу заходить кардинально, сходу, убираем все вредное, сразу идем к цели. Как правило, такая мотивация долго не продерживается, как обычно, вот, краткосрочная. А вот если рассчитывать на долгий срок, то все-таки детально, привычно для себя, индивидуально нужно корректировать это все дело. Я, в общем, в принципе, с вами согласен, но есть такой нюанс. Это все равно очень сложно. Я понимаю, что когда человек начинает уже тренироваться, и тогда он как-то начинает понимать, или у него голода меньше становится. Я вот на самом деле спросил этот вопрос у искусственного интеллекта, да, это сейчас очень популярная тема, как можно похудеть. Действительно, он может прочитать, ребята, тысячи книг, да, вы можете сразу же прочитать тысячи книг, получить как бы отдельный совет, и там действительно, что нужно создавать дефицит калорий, если вы хотите похудеть. Но у меня другой момент, а как не потерять мышцы, если у тебя уже есть мышцы, это же когда худеешь, и мышцы тоже теряются, или я ошибаюсь? Не ошибаетесь, здесь огорчу, к сожалению, когда вес уходит не только жир, не только вода, уходят и мышцы. То есть, можно ли вообще заниматься спортом, качать мышечную массу и, в принципе, худеть? Это реально? Вот можно какой-то золотой баланс найти, золотую середину, для того, чтобы создать хороший потенциал, для того, чтобы уходил жир побольше, и при этом стараться сохранить мышечную массу на хорошем уровне. То есть, чтобы не сильно ее терять, а чтобы было все в рамках нормы. В принципе, это реально. Реально, но... Я слышал столько советов, что сначала нужно похудеть, а потом начать качать мышечную массу, либо сначала накачайте мышечную массу, а потом вес будет сам уходить, потому что мышцы будут съедать калории. Где здесь правда? Я думаю, это уже, возможно, в более профессиональную сторону идет отклонение, когда спортсмены находятся в каких-то межсезоньях, когда они набирают мышечную массу, и действительно с мышечной массой они набирают и жир, и воду, и вес становится очень большим. Либо, наоборот, когда начинают уже в сезоне худеть, сушиться, так скажем, такое тоже более профессиональное название, и тогда все уходит. Обычному же человеку такие вещи не нужны. То есть можно худеть, не обязательно набирать или скидывать мышечную массу. Главное вот такой какой-то золотой баланс найти, и все. Хорошо, сколько раз нужно ходить в спортзал? Вот я понимаю, что, допустим, вот я обычный человек, да, там у меня офисная работа, я сижу в офисе как минимум 5 дней, 8 часов в неделю, иногда хожу за кофе. Когда мне приходить в спортзал? Вот, наверное, лучшее расписание. Вот что вы посоветуете? Здесь могу назвать любую цифру от 1 до бесконечности. Опять же, наверное, много сегодня буду говорить про индивидуальность.
чем больше, тем лучше. И нужно настроить тренировочный процесс так, чтобы было комфортно. Допустим, это, возьмем за базу 3 силовых тренировки, 2-3 кардионаправления, либо какие-то другие направления. Пилатес, растяжка, можно танцы, игровые виды спорта, бокс, все вот это можно. 5 раз в неделю будет замечательно, 7 раз еще лучше. Главное, чтобы это хорошо влияло на самочувствие, давало хороший результат в плане эффективности. И самое важное, это чтобы было безопасно. Было безопасно. Ребят, я скажу такой лайфхак, мой личный опыт. Я человек, который ходил в спортзал на лет 5-6, вот по 2-3 раза в неделю. Иногда вообще не ходил, такое тоже было. Но когда я познакомился с Вадимом и в том месте, где он работает, я начал ходить на групповые занятия, на групповые тренировки. Раньше я просто вот качал мышцы, там нужно было, я думал, что вот именно когда я накачаюсь, да, вот этот формат уйдет. Но я почему-то удивился, что групповые тренировки, они вот именно для меня являются лучшим способом именно сбросить вес, а самое главное, вот растяжки, пилатесы, они помогают сохранить мышечную массу. У меня вот форма тела точно поменялась, да. Вот, не знаю, если там ушел вес, но форма тела явно поменялась. И вот сколько я не ходил в разные спортзалы, никто не подошел из тренеров и сказал, вот, там, Михаил, вы делаете неправильно. Сходите вот на групповые тренировки, попробуйте, возможно, другой момент. Вот всем абсолютно наплевать. Вот реально в спортзалах всем наплевать. Это реально правда. Но когда я вот познакомился с Вадимом, он как-то сразу же, там, может, посоветовал, сходите, вот это сделать, вот это, да, попробуйте. Вот мне лично подходит тренировка HIIT. Я очень люблю HIIT, когда нужно 20 секунд там выдавать максимум, да, а потом отдыхать, скажем так. Очень люблю там, допустим, ту же самую тренировку Cycle. На удивление мне понравился пилатес, да, все остальное. Но это для всех правила групповые лучше? Или все-таки кому-то лучше все-таки качаться и вот... Это отличный вопрос. Опять же, мы поделим этот вопрос, я отвечу с точки зрения физики. С точки зрения физики нам нужно потратить больше калорий. Соответственно, HIIT, либо какая-то другая тренировка, там, Cycle, на ней мы можем потратить достаточно большое количество калорий именно в моменте. Да, там мы 300-500 калорий тратим. Силовая тренировка в моменте, такая классическая, столько не даст, но, допустим, в долгосроке она даст чуть побольше. И для похудения, например, вот самое важное с точки зрения физики, это больше калорий потратить. Соответственно, если есть там, допустим, 3-4 HIIT тренировки, высокоинтенсивные тренировки, то это будет, они довольно-таки качественные, то это будет хорошо сказываться на похудении. Если силовые тренировки настроены так, что при восстановлении затрачивается много калорий, то есть на восстановление, когда мы спим, когда мы лежим, тоже затрачивается много калорий не в моменте тренировки, когда мы штангу жмем, а когда мы вот на диване уже лежим, и организм восстанавливается, затрачивается много калорий. Можно и там. Но обычно как раз вот практика индивидуально показывает, что кому подходят больше такие тренировки, то есть совмещая с пилатесом, например, тоже как вариант, либо силовые тренировки. Я вот сегодня тоже задал вопрос искусственному интеллекту, какие тренировки действительно лучше, вид тренировки высокоинтенсивный или какие-то классические кардиотренировки. Вот. Ответ был простой, что самое главное, чтобы было потрачено достаточное количество калорий. И для похудения. Для похудения, хорошо. Вот затронули тему искусственного интеллекта. Сейчас, когда мы заходим в искусственный интеллект и спрашиваем у него какие-то вопросы от личного характера, да, человек, он индивидуален. И я понял для себя, что когда мы подходим к этому вопросу более индивидуально, да, и искусственный интеллект, в принципе, это подтверждает, то есть более эффективные тренировки, которые предназначены только для вас, да, и есть какие-то общие понятия, вот сходи там на HIIT, сходи на Cycle, да, возможно, они для тебя будут наверняка, я не знаю, менее эффективными. Вот индивидуальный подход, Вадим, как он работает, он лучше, хуже, или все-таки все равно правила для всех одни и те же? Отличный, да, вопрос. Искусственный интеллект может настроить нам очень хорошо программу по питанию, по тренировкам. Если собрать побольше данных, это прям идеальная картина. Вот. Но если мы, допустим, возьмем нас двоих, в целом плюс-минус упражнения, например, будут те же самые.
приседания, там, отжимания и так далее. По питанию тоже у нас будет и белки, и жиры, и углеводы. То есть какие-то общие моменты есть, но как раз дело заключается уже в деталях. По количеству тех же приседаний, по количеству тех же отжиманий, по количеству белков, жиров, углеводов. Кому-то нравится отжиматься, тоже это важно учитывать. Кому-то не нравится приседать, это важно учитывать. Есть общие моменты, которые закономерны, и есть индивидуальные уже особенности, и искусственный интеллект с ними справляется на данный момент хорошо, если правильно подать ему информацию. Вот. Ну, я думаю, это будет развиваться, и как инструмент очень круто можно будет использовать. То есть я думаю, что за искусственным интеллектом, возможно, будущее. А вообще тогда зачем нам нужен быть персональный тренер? Вот я думаю, что если я пришел, задал все параметры искусственному интеллекту, там у меня есть это зеркало, сейчас ребята уже появляются зеркала, которые могут вас сканировать, давать вам какую-то трехмерную картину, да, где там у вас что лишнее, да, там советовать, какие упражнения возможно применять, там можно загрузить все возможные анализы. И, в принципе, он может дать уже советы по тренировкам. Это вообще реально? То есть вот такой подход, что мне не нужен персональный фитнес-тренер? Или все-таки есть, я бы сказал, такой нюанс, что все-таки без поддержки вот живого человека результата можно и не достичь? Да, здесь как раз уже зависит от человека. Кому-то не нужен тренер. И вот мы, например, возьмем 5 лет назад, 10 лет назад, люди также пользовались Гуглом, там плюс-минус, ну, процентов 90 информации той же самой сохранилось. Сейчас искусственный интеллект начинает больше обрабатывать эту информацию, может ее синтезировать, как-то динамично ее, так скажем, обрабатывать, чтобы были более понятные результаты, какие-то новые открытия. Но, вот, допустим, 5-10 лет назад было то же самое. И всегда люди в фитнес-клуб приходили зачем-то. Вот мы, допустим, разговаривали сегодня, что нравится атмосфера клуба, нравится эстетика клуба. Кому-то не нравится. Кому-то нравится одному заниматься. Вот где мы с Михаилом встретились, там такая более ограниченная, так скажем, локация. Много людей нету. Кто-то, наоборот, любит, когда есть целая компания, там молодые ребята, например, джим-бро, любят такое понятие пользоваться. Вот. И тренер, одна из его функций, это как раз вот такая какая-то поддержка в плане эмпатии, что явно искусственный интеллект, да и любые какие-то цифровые вещи, они пока на данный момент не могут заменить. Вот. А с точки зрения цифр, точности какой-то, конечно, искусственный интеллект может вам очень хорошие показатели обработать. Есть различные гаджеты, можно зеркалом пользоваться, можно пользоваться часами, кольцами, которые считывают эту информацию. Это, опять же, это крутой инструмент. Если это работает в комплексе, круто, если с тренером. Если полностью заменять, то возникают уже вопросы, и человеку действительно выбирать, хочет ли он один заниматься, либо с тренером. Здесь должна произойти определенная магия. То есть он должен для себя выбрать, какой для него результат будет более эффективен. Ребят, вопрос в Калифорнию. Больше всего оттуда приходит эта информация, что есть тренер, который знает некую волшебную пилюлю, у него какая-то уникальная тренировка, показывают звезд, которые буквально за месяц достигли нереального колоссального результата, то есть они накачали мышцы, там резко похудели, они готовятся к каким-то ролям, и это, в принципе, все работает, они уговаривают, вот записывайтесь на наши курсы, покупайте нашу программу, у вас будет точно так же. Вот, Вадим, это реально работает, так можно за месяц привести себя в форму? Я лично не смог, я реально пытался, у меня было несколько раз, что я реально занимался целый месяц, усиленно, правильное питание, даже близко к такому результату не пришел. Я разделю вопрос на два ответа. Нет, за месяц прийти к какому-то большому результату будет очень сложно. Это будет сильно влиять на здоровье, если какие-то рамки перейти. Да, для человека в 100 килограммов, например, который весит 100 килограммов, скинуть 10 килограммов за месяц, это уже будет близко к критичному состоянию. 5 килограммов будет вполне достаточно.
Ну, в норме нужно стараться играть в долгосрок. И все звезды, которые начинают там призывать, различные бренды, которые призывают к похудению. Здесь уже вопрос про продвижение, про маркетинг. Они давят на больные точки людей. Люди, соответственно, реагируют на это. Кто-то начинает подключаться, у кого-то не получается. Это нормально. У кого-то получается, но там уже какие последствия тоже возникает вопрос. В идеале, конечно, все базово настраивать, как мы в самом начале говорили. Питание, тренировки. То есть, по сути дела, здоровый образ жизни. Ребята, в какой книге я не читал по именно физической культуре, да, информация действительно на тех ресурсах, на которых, наверное, можно доверять. Тот же самый искусственный интеллект, это дефицит калорий, да, в основном. Это правильный образ жизни, это как минимум отказ от алкоголя, от каких-то других вредных привычек, да, то есть приводить себя в форму, и тогда вы начинаете видеть серьезный результат. Но даже при этом я смотрел канал одного человека, не буду раскрывать имя, очень долгое время. И он рассказывал именно такую формулу, что сначала я похудею, а потом начну накачивать мышцы. Через 2-3 года у него был камин-аут, что он использовал какие-то стероиды, что-то вкалывал в себя, да, и это столько людей ввел в заблуждение. Хотя отзывы были неплохие. В конечном итоге рекомендации у него были вот такого научного характера, там используйте вот эти добавки, но понятно, что к такому результату, который был у него, прийти было невозможно. И я много раз слышал о том, что накачать большие мышцы невозможно без стероидов, да. Где здесь правда? Правда, она скрыта. И действительно происходит разоблачение, когда ребята, которые выглядят очень спортивно, которые утверждали, что они не пользуются какими-то сомнительными препаратами, потом оказывается, что все дело не в этом. Вернусь к предыдущему вопросу. 10% мы рассчитываем, ну и как бы в любом продукте заключено каких-то базовых вещей по питанию, тренировкам и образу жизни. 90% это маркетинг. То есть задача таких ребят продавать и уже результат для себя иметь. Волшебной пилюли не существует. Вот. Есть волшебный, я так называю, пендель. Да. На кого-то работает. Например, вот этот человек, который продвигал свои идеи, я думаю, там какому-то количеству человек помог определенному. Не знаю в процентах сколько это, ну, предполагаю, там 10-20. Кто-то попробовал, не получилось. Кто-то попробовал, и получилось похуже. Вот. Правда в том, что для себя нужно стараться вот настраивать комфортный режим работы, но при этом очень важно следить за определенными личностями. Это хорошо влияет. Но я думаю, дальше мы еще обсудим. Да, я думаю, что вопрос как бы вот заключается в том, когда вы начинаете свою, ребята, тренировку, и вы вот решили начинать сбрасывать вес, не бегите быстрее в спортзал, да, или там не открывайте YouTube, вы посмотрели какую-то рекламу, все у меня получится, там буквально месяц. Ребят, это точно не работает. Это вот сколько было уже подтверждений, кейсов за там 10 лет там опыта работы, там у меня тоже в своих сферах по инфоинформациям, да, то есть по различным тоже маркетинг-порталам. Вопрос точно в том, что это не работает. Надо информацию сначала отфильтровать. Если раньше нужно было залезть в Google, пытаться что-то найти, там, как правило, первые 10 ссылок это точно коммерческие ссылки, а многие об этом даже и не знают, да, мы там лет 10 пользовались Гуглом, который, в принципе, выдавал нам дезинформацию похлеще инфо-цыган, вот, потому что там, что не заходишь, что там добавка какая-то рекламируется к тренировке, что очень плохо влияет. Но смысл заключается не в этом. Я хочу вернуться к вопросу. Если у нас есть искусственный интеллект, к примеру, да, то теперь можно валидировать любую информацию. Да? Вот я сейчас прибегаю к такому методу, я учу и аудиторию, там, и сообщество, в котором, да, у нас сейчас уже 50 тысяч подписчиков, ребят, канал становится больше, именно проверять всю информацию с помощью искусственного интеллекта. Вот буквально недавно вышла модель GPT-5, и я ее уже протестировал, ну, колоссальный эффект, то есть можно реально теперь проверить ту либо иную, я бы сказал, даже формулу успеха, да.
Конечно же, этим людям становится жить все тяжелее, которые продают эти инфо-цыганские, скажем так, советы. И самое главное, что я еще заметил, что на некоторые советы могут на тебя влиять плохо, особенно когда там говорят про какие-то массажи, там разминки определенные. Конечно, конечно. Я вот точно знаю, что есть такое понятие, когда у человека там чуть больше кость, и он не может так разогнуться, а ему говорят, если ты не можешь, значит, скорее всего, ты не соответствуешь вот этому уровню, ты обязан. Я пока еще не нашел такого вот искусственного интеллекта, который может очень хорошо отсканировать тело. И на самом деле, я думаю, что здесь именно персональный тренер очень важен, когда человек приходит, именно сканировать его тело, посмотреть, на что он способен. Да. Просто с экрана, даже если он будет сканировать, это не всегда пока возможно. В будущем, да, возможно, будет робот стоять, полностью делать какой-то скан, говорить, вот делай такие вот упражнения. Вадим, как часто приходилось вот работать с людьми, которые вот утверждали, что вот они там что-то посмотрели, вот у меня эта тренировка работает, вы вот мне даете другой сет тренировок, и мне вообще не подходит. Вот когда больше, вот я бы сказал, какая-то негативная была реакция, да, вот поработали вот с людьми и получили какой-то негативный опыт, потому что они вам начали доказывать, что вы там неправильно делаете свою работу. Классный вопрос. Ну, вот так по ощущениям, как будто бы всегда, когда к тебе человек приходит, у него всегда есть какая-то своя база, особенно если человек уже по каким-то программам занимался. И, наверное, всегда есть вот эти споры, так скажем, о том, как правильно, как неправильно. Вот. Если брать мой опыт, это со временем просто проходит. Ну, то есть тут главное ключи взаимодействия подобрать. И со временем человек видит результат, видит, что эффективно то, что мы ему даем и подбираем. И все прекрасно работает. Бывает, когда люди приходят, и они уже приходят с такой базой, которая мне, допустим, подходит. Я как бы особо там не корректирую, мы уже по-другому настраиваем работу. А бывает, да, когда сомнительные вещи люди посмотрели. В ТикТоке, например, очень популярно сейчас какие-нибудь такие провоцирующие вещи показывать, и люди их пробуют, приходят к тренеру, там, на пресс, например, очень же любят пресс качать, и какое лучше упражнение на пресс и так далее. Вот. Интересно, эффективно, возможно, безопасно, смотрим. Если это безопасно, то можем пробовать, если не безопасно, нет. Ну, да, нужно человека сопровождать в этот мир, чтобы он уже сам фильтровал через призму моего мышления. Я ему передаю свои знания, он через призму моего мышления фильтрует. Сейчас, слава богу, можно пользоваться искусственным интеллектом, но, опять же, ему нужно задавать правильные вопросы. Потому что, например, те же самые инфо-цыгане, либо ребята, которые продают такие большие продукты в рамках фитнеса. Не думаю, что они голодают, потому что искусственный интеллект в том числе помогает им набирать еще больше цифр, еще больше просмотров, еще больше делать продаж. А люди все равно нативно, они думают, что как-то базово просто, что нужно делать вот так, и будет вот так. Здесь нужно, да, уметь фильтровать, но не каждый человек к этому готов. То есть у меня высшее образование, например, у меня там опыт большой в этом, и я там знаю, как людям, к определенным людям все это донести. Но кому-то не получится это сделать, и, к сожалению, факт он такой. Ребят, самое страшное, знаете, что у меня есть очень хороший ролик написан про то, как манипулируют. То есть дают сначала 2-3 отдельных совета, а потом продолжают эту авторскую программу, я называю авторское ответвление. Поэтому, ребят, не просто вы выбираете, вот даже мои слова, вот то, что я сейчас говорю, даже вот слова Вадима, берете транскрипт, кидаете в искусственный интеллект и начинаете проверять. Может, мы тут реально инфо-цыгане. Мы сами пока не знаем, мы рассуждаем на эту тему. У нас чистый подкаст. Мы в моменте должны понять истину. Но к чему я говорю? Даже если вы кому-то сильно доверяете, перепроверяйте, что он говорит. В какой-то момент это может оказаться встроенная реклама, встроенный маркетинг, какая-то
какой-то ход, и вы на это потратите свое время, и это время, скорее всего, будет потрачено зря, а человек, как вы сказали, заработал на этом какие-то деньги. Тут вопрос в том, что почему фитнес именно для меня как бы важен. Дети начинают заниматься фитнесом, подростки начинают заниматься фитнесом, начинают употреблять какие-то непонятные там БАДы, да, кстати, вот про них у меня будет отдельный вопрос, но заключается в том, что там можно достичь очень критическую ситуацию по здоровью, которую уже не вернуть обратно. Да. И вопрос, который я задавал искусственному интеллекту очень часто, могут ли, есть ли какие-то приборы, либо какие-то датчики предсказать травмы людей, да, там, травмы хотя бы даже когда я делаю упражнение, может, это упражнение мне просто не подходит. Человек, когда там есть объем, большой вес, к примеру, либо наоборот у него большой набор мышц, он же не может делать упражнения, которые делает гимнаст, к примеру, да, там те же самые растяжки, мне кажется, мне вот очень тяжело давались, да, а кому-то это просто очень легко. И на сегодняшний день, ребята, я не нашел такого продукта, честно, который, в принципе, может определить, вот можете вы делать те или иные тренировки, и вы не получите травмы. И вот, Вадим, вот вы же, наверное, когда у вас группа ведь разная, да, приходят люди совершенно разных, как бы, скажем, объекта разных форм, да, там и женщины, и мужчины разных возрастов, и когда мы в групповой тренировке, понятно, что нужно подбирать, скорее всего, общие такие, что, скорее всего, подойдет всем, а индивидуальные, они, естественно, будут уже иначе, да, будут другие. По вот вашему опыту, да, вот, возможно, тоже наблюдали за какими-то каналами, за какой-то информацией. В целом, какие-то, может, новшества открылись за последнее время, да, может, открытия интересные в именно фитнесе, которые действительно заслуживают внимания? Интересный вопрос. Здесь нужно уже больше углубляться, потому что все давно известно, какие-то базовые моменты уже как ни крути, как ни рекламируй, все понятно. Здесь мы уже, наверное, говорим с точки зрения науки, здесь я немного подушню. Искусственный интеллект базово он даст хорошую программу, да, если мы там в чат GPT, либо там DeepSeek, куда, в любую забьем, в любой искусственный интеллект, он вряд ли даст программу гимнаста для новичка, да, то есть если вы правильно информацию ему подадите, что я новичок и так далее, скорее всего, программа плюс-минус вам подойдет. Ну и, в принципе, 5 лет назад Google то же самое мог выдать, ну, с меньшим чуть-чуть успехом, ну, там большой не было вероятности. А что на сегодняшний день? У нас есть, у профессионалов, определенная пирамида доказательств, где вверху этой пирамиды стоят метаанализы, и они считались такой сильной основой, что с этим не поспоришь. Потом чуть ниже идут рандомизированные контролируемые исследования, и вот чуть ниже различные другие исследования, и вот как раз экспертные мнения в самом низу. На сегодняшний день есть сомнения как раз по метаанализам, то есть вроде как метаанализ, это когда там берутся много исследований, и как раз идет обработка и какие-то выводы по нему. Искусственный интеллект динамично может как раз брать не только какую-то информацию уже доступную с научной точки зрения, а может еще в поле брать какие-то, допустим, из медицины непосредственно личные. Сопутствующие факторы, которые, да, у человека есть. И все это объединять и выдавать какие-то новые результаты. То есть, если мы касаемся каких-то новых открытий, то, я думаю, скоро вот эта пирамида доказательств, она будет немного меняться, потому что метаанализ с одной стороны, метаанализ с другой стороны, то есть твердые утверждения, твердые мнения научные, но они друг другу могут противоречить и не складываться. И здесь возникает вопрос, кто прав. Вот. Непосредственно искусственный интеллект может уже как раз изменить ситуацию, собрать еще больше информации и уже выдавать такие. То есть, по сути дела, мы переходим в такой момент, что искусственный интеллект в руках профессионала, допустим, Вадим, у вас. Если, ну, мне лично, я этим бы не хотел бы заниматься там несколько часов в день, да, проверять ту либо иную информацию про самого себя, да. То есть вы сможете делать свою работу намного эффективнее и лучше, подходя индивидуально к каждому, в принципе, ну, назовем,
скажем так, спортсмену начинающему, да, пока мы говорим. По сути всего, получается, что профессия фитнес-тренера, она видоизменяется. Из того, что я понимаю, будет в будущем, что со всеми этими новыми открытиями, да, мне лично было бы тяжело, там, час, два, три тратить время на обработку моих данных, а потом понимать, правильно я занимаюсь, не понимаю. Ну, реально я могу сделать очень даже банальную ошибку, и искусственный интеллект, он может мне что-то посоветовать, да, а потом окажется, что это не так. То фитнес-тренер на сегодняшний день, да, вот и, возможно, через 10 лет, это уже другая профессия вместе с искусственным интеллектом. Я уже вижу, что как-то внедряют и анализы, какие-то мини-программы создают, то есть теперь фитнес-тренер может, если раньше он больше времени уделял одному человеку, теперь это 10 человек, 15, 20, 30, то есть это какая-то помощь. И вот именно для фитнес-тренера, да, это как бы такая волшебная пилюля, искусственный интеллект, или все-таки конкурент? По ощущениям, как будто это волшебная пилюля, если можно так назвать. Я бы назвал это все-таки инструментом, благодаря которому он сможет развивать свою работу, сможет большим людям помогать. Действительно, профессия фитнес-тренера видоизменяется, если это еще можно так называть, потому что здесь мы все-таки и благодаря искусственному интеллекту, и вообще индустрия нас направляет на то, чтобы мы получали знания и использовали инструменты из различных областей, смежных по медицине, по нутрициологии, по психологии и так далее. И как раз уже через 5-10 лет я думаю, что в это направление будет двигаться эта профессия. И, возможно, уже будет не фитнес-тренер называться. Фитнес-врач какой-то. Да. Фитнес-аналитик. Менеджер, там, healthy manager или что-нибудь такое. Ну сейчас есть healthy coach и так далее. И, скорее всего, да, благодаря искусственному интеллекту и при помощи искусственного интеллекта будет видоизменяться моя профессия, и мы будем уже немного по-другому работать. То есть, получается, и психолог, и аналитик, и человек, который может проверить там анализы, да, там загрузить все остальное, то есть выдать какую-то тренировку, плюс персонально, получается, увидеть человека и посмотреть, как он действительно выполняет упражнения. Возможно, уже будут стоять какие-нибудь действительно зеркала, которые базовые вещи могут сделать. То есть, получается, что фитнес такой тренер профессионального уровня, да, мы говорим, наверное, будет тяжело вот начинающему человеку туда тоже попасть, надо будет какой-то опыт работы получить, чтобы дать именно точные указания, какие упражнения выполнять, следить за его образом жизни. По сути дела, это некий даже не врач, это который поддерживает его физическую культуру, физическую форму. То есть я вот лично, ребят, вижу, что вот эта профессия фитнес-тренера, она настолько сильно видоизменится для людей, кто реально занимается этим вот ежедневно, профессионально, настолько вот, до неузнаваемости. Она будет настолько как бы востребованная, по одной простой причине, что данных действительно очень много, и с этими данными нужно разбираться. Да, AI может вам эти данные все склеить, все красиво показать, но потом нужно пойти будет сделать какое-то упражнение. Вот и фитнес-тренер, он, в принципе, рассказывает, что вот у тебя, допустим, травма. Вот у меня была недавно травма, но я не могу делать те же самые упражнения. Как вот искусственный интеллект может понять, какие упражнения я могу делать, с какой силовой нагрузкой. Это же только вот можно наглядно, да, или там как-то прочувствовать, потрогать даже, скорее всего, иногда надо, да. Вот я помню, что некоторые фитнес-тренеры, вот в том числе и у нас какая-то практика была, что нужно потрогать мышцы, посмотреть, насколько плотно они сидят, можно ли вообще поднимать такие веса. То есть это же все-таки останется. Мне кажется, искусственный интеллект еще долго к этому не придет. Да, с этой точки зрения это, наверное, какой-то уже такой глубокий вопрос. Если мы именно какой-то тактильности затрагиваем и восстановление движения после травм, то действительно заменить тренера будет сложно. Но опять же, мы можем вбить информацию про какие-то снимки МРТ, КТ, какие-то еще анализы. Это, конечно, уже тоже поле более медицинское и поле реабилитологов. Для фитнеса это не совсем подходит. Но в любом случае мы можем эту информацию собрать, ее использовать. Не лечить, а мы не занимаемся лечением, мы занимаемся оздоравливанием. То есть если, допустим, есть какая-то проблема, но она уже острая фаза уже прошла, и уже можно какие-то давать нагрузки, то мы уже можем этим всем оперировать. При помощи искусственного интеллекта мы сможем обладать большой информацией, практично,
руками мы уже какие-то свои методы, инструменты будем использовать. То есть я, в принципе, вижу так, что там через 5 лет человек уже не будет бежать на какой-то YouTube, Instagram, смотреть какого-то там очередного лайфхакера, и он, скорее всего, пойдет сначала, сдаст там анализы, то есть он к этому подготовится, загрузит в какую-то программу, программа ему скажет, вот у меня вот твой портрет, он приходит с этим портретом к Вадиму, Вадим, ага, понимает, да, здесь действительно все сложно, либо все легко, либо все просто, как-то проводит некий физический анализ там, что человек может делать, и предложит ему какую-то физическую тренировку. То есть, ребят, я к чему подвожу? Я подвожу к тому, что групповые тренировки – это круто, но когда вы занимаетесь индивидуально, и почему, обращаюсь обратно, почему наверняка некоторые тренировки индивидуальные, которые проходят только в Сан-Франциско и только у звезд, да, есть результаты, они дают очень крутой результат, там, наверное, люди очень близко подходят к тому, что тело – это объект, с ним надо работать, он умеет там питаться, то есть они как бы индивидуальные. И вот то, что раньше стоило огромных денег, это реально там десятки тысяч долларов, чтобы нанять хорошего тренера, который будет каждый день за тобой следить за твоим рационом питания, там, ходить в магазин, покупать какие-то продукты, то это сейчас более стало доступно всем людям. Здоровый образ жизни становится более доступным. Кстати, я замечаю, что люди начинают все меньше употреблять алкоголь, это очень как бы классно. Вот. Отдельный подкаст на эту тему сделаем. Вот. Но смысл в том, что теперь это вот такая доступная и становится доступная, да, то есть здоровый образ жизни – это доступно. Да. И самое главное, понятно. Не нужно уже искать ролики, не нужно смотреть, что делают другие. Программа, в принципе, подскажет, и тогда фитнес-тренер скажет, вот, есть такие тренировки. Ну, что-то последует искусственный интеллект. Но если у вас там травма, то там вы придете к Вадиму, Вадим скажет, ребят, ну, это все, конечно, хорошо, вот, но у тебя же травма была, смотри, ты тут вроде бы ешь, ну, может, пища не сильно там качественная, да, то есть вроде бы анализы показывают что-то другое. Ну, искусственный интеллект вам, в принципе, эту информацию выдает. Мне вот самое главное интересно другой вопрос. Я все понимаю, физическая культура, правильная еда, но добавки, БССА, к примеру, да, вот, минералы, витамины, витамин D, да, магний, да, там рекомендуют. Где здесь тоже собака зарыта, потому что я понимаю, что не все всегда полезно. Вот, тот же самый L-карнитин, да, там, или креатин, там, да, вот эти вот все. Что это? Вообще, что понять, где хотя бы остановиться? Вот я хочу спросить у искусственного интеллекта, к примеру, да, где мне начать спрашивать, где что мне нужно, когда нужно? Собака снова зарыта в продвижении, в маркетинге. 90, если не больше процентов рынка спортивного питания – это что-то про маркетинг. Вот особенно такие вещи, как L-карнитин. Вот, очень популярная добавка и очень часто используют ее, когда человек худеет. Вот, и много людей на нее рассчитывают. Но на самом деле L-карнитин, он достаточно вырабатывается естественным путем в организме человека. Очень вкусная добавка, там можно какие-то еще витамины к нему сделать. А если мы берем, например, креатин, то креатин хорошая добавка с научной точки зрения, с практической точки зрения. Опять же, кому-то большое влияние по эффективности оказывает, кому-то небольшое влияние по эффективности оказывает. BCAA, БЦА, вот эти аминокислоты, уже не знаю сколько, 20, 30, 40, 50 лет они популярны. И это как раз мы говорим про ребят, которые более профессионально этим всем занимаются. Для профессионалов спортивное питание, оно так и называется спортивное питание, потому что оно для спортсменов, для профессионалов. И для профессионалов, окей, скорее всего, и L-карнитин, и БЦА в каких-то моментах они хорошо помогают. БЦА, аминокислоты, которые там помогают сохранить мышечную массу. Достаточно ли их, допустим, в обычной смеси протеина? Да, достаточно. Достаточно их в обычном яйце? Да, достаточно. Вот. Обычному человеку нужно ли это? Хороший вопрос. Я чаще, наверное, отвечу нет, в зависимости от целей. Но какая бы цель ни была, можно другими инструментами для обычного человека больше подходить. Если человеку нравится это, ну, пожалуйста, это сильно не навредит. Ну, если там супер, конечно, не перебрать. Вот. Если человек все-таки считает, там, например, свои деньги и не хочет тратить впустую, то здесь уже нужно больше подходить к этому вопросу
понимая, что это такое. Ну, я лично пробовал разные добавки. Вот, я заметил одну такую, наверное, разницу, когда ты употребляешь БССА, да, то есть мы получаемся более эффективны. Вот меня лично, я могу больше делать упражнений, да, там тот же самый креатин, я также могу сделать больше упражнений, то есть перед тренировкой я его употреблял, к примеру, и, в принципе, замечал, что потом, если я не употребляю, я делаю там, ну, допустим, на один подход меньше, да, и я уже как бы уставал. Вот тут вопрос к телу. Надо ли мне себя так сильно нагружать? Или мне там 4 там, подхода, либо 3 достаточно, а если я буду употреблять добавки, там 6-й прям вот круто. Это как к организму? Здесь напрашивается ответ про самовнушение. Я могу выпить БЦА, даже я могу выпить БЦА и ощущать, что это действительно мне хорошо помогает на тренировках. Как на самом деле, никто не знает. Мы не сможем провести исследования, там, взять какие-то анализы крови и какие-то еще дополнительные эксперименты провести. Но внушить себе то, что мне от этого хорошо, я могу. Либо это действительно может быть хорошо. То есть здесь метод тыка. Но опять же, если мы говорим про большую изученность, то тот же креатин, его форма моногидрата, креатин-моногидрат, очень хорошо сейчас в индустрии его популяризируют. Говорят, что это самая изученная, очень полезная добавка для тренировок, для мозга в том числе, для работоспособности. Но остальные, например, БЦА сейчас не такую популярность набирают, или карнитин не такую популярность набирает. Витамины С, Д тоже набирают популярность. Но здесь, допустим, если касаемся витаминов, здесь я дам рекомендацию только как раз, что нужно действительно через анализы к этому подходить, через консультацию специалистов. Так, Вадим, в принципе, спасибо за то, что порекомендовали, да, вот последние какие-то стандарты, я понимаю, что они меняются, да, возможно, через год уже и тот же самый креатин нам уже не будет нужен, придумают что-нибудь еще, да, там поменяют название, я видел, что видоизменяется тоже название с течением, грубо говоря, времени. Знаете, вот у нас все-таки не так долго прошло время, когда была пандемия, да, и много людей все-таки сидели дома и не могли заниматься в спортзалах, и не могли гулять. Вообще реально дома прийти в физическую форму? Вот вообще это реально? То есть заниматься дома, там, со стульями, с диванами, то есть это... Или это все-таки какой-то тот же лайфхак? Конечно, реально. Нам с точки зрения физиологии спортивной, мышечной деятельности нужно создать некие условия для того, чтобы стимулировать рост мышечной массы, чтобы там развивать выносливость. На самом деле, не обязательно держать железо, либо иметь тренажер. Главное вот создавать утомление, да, если просто поговорим, утомление, либо какое-то предотказное состояние, отказное состояние, да, отжимаешься, 30 раз смог сделать, 31 не смог сделать, все, твоя физическая форма развивается. Приседания то же самое. Поэтому в ограниченных условиях, в условиях пандемии той же самой, очень популяризировались онлайн-форматы в ТикТоке, я помню, особенно азиатский рынок сильно развивался, и там ребята, фитнес-тренеры улетали в космос. Вот. Ну и сейчас это сохраняется. Поэтому не обязательно идти сейчас в тренажерный зал, особенно если там очень много людей, а вы их не любите. Можно заниматься дома, можно выбирать какие-то камерные места, как у нас, либо какие-то еще маленькие студии, где есть маленькое оборудование, но его достаточно для развития физической формы. Так, в принципе, очень интересно, на самом деле, потому что я действительно пробовал, можно заниматься дома и достигнуть какого-то тоже результата, вот, потому что нет времени куда-то выйти, да, нет времени сходить в спортзал, жалко там лишнего, там, может быть, полчаса на дорогу, ну, какую-то разминку, грубо говоря, можно сделать. Вадим, давайте подумаем вообще в целом, как может быть выглядеть вот профессия фитнес-тренер вот к 2035 году, да, вот мы говорим о том, что есть искусственный интеллект, другие виды профессий, они изменяются, они растут, какие-то исчезают, да, профессия фитнес-тренер, она исчезнет? Она видоизменится. Сейчас фитнес-тренер все-таки это тоже такой формат спорный,
потому что у нас, допустим, есть профессиональные стандарты фитнес-тренера, но это стандарт для людей, которые именно официально работают тренером. Когда ты какой-то самозанятый человек, какой-то индивидуальный предприниматель, ты можешь в этой области, в фитнес-индустрии двигаться, но называть себя ты можешь по-разному. Там, фитнес-тренер, тренер по физической подготовке, фитнес-реабилитолог, физиотерапевт какой-нибудь и так далее. Вот. И через 10 лет, возможно, многое поменяется, потому что 10 лет назад фитнес-тренер было название модное, и люди начали его продвигать. Сейчас уже, я думаю, можно при помощи, в том числе вместе с искусственным интеллектом, уже немного менять направление. Мне, например, нравится, в университете у меня было, в нескольких университетах. Первый университет я бакалавриат заканчивал, а второй, соответственно, уже магистратура. И в том университете был предмет, называется валеология. Это валио, это с греческого, либо с латинского, уже точно не вспомню. Быть здоровым, здравствовать. Вот. Так, по-моему, даже они где-то там в те времена приветствовали друг друга. Валио или что такое. Вот. И это уже давно придуманное название. Все новое — это что-то старое. И мне, например, нравится вот такое понятие, как валиолог, либо специалист, валиоспециалист. Почему бы нет? Звучит красиво. Через 10 лет, например, это может звучать так. А что включает в себя этот предмет? Он включает в себя физиологию, биохимию, анатомию, если мы берем про физическую культуру. Если мы берем психологию, мы берем спортивную медицину, либо какую-то сейчас популярна превентивная медицина. Ну, это уже другое поле, профилактическая медицина, так скажем, нутрициология. То есть он большинство аспектов здоровья в себя вкладывает. Но опять же, с точки зрения, этот предмет, но опять же, с точки зрения именно оздоровления. Лечить мы не можем, то есть диетолог — это человек-врач, он лечит. Но вот нутрициолог, он уже работает с нутритивной базой и уже может какие-то советы дать. И вся вот эта, скажем, смесь данных, она упаковывается, скорее всего, будет упаковываться искусственным интеллектом, потому что самостоятельно это сделать слишком авторски получится. Да. А искусственный интеллект, он за считанные секунды сможет систематизировать и выдать еще какой-то рекомендацию какую-то и по тому направлению. Даже, думаю, в реальном времени. Думаю, что в какой-то момент появятся датчики, которые вот в реальном времени прямо на тренировке отгружают какую-то информацию. Даже мы сейчас, когда там, допустим, делаем сайкл, есть такие классы, где ты можешь видеть, кто-то отстает, там, да, люди говорят, ну, давайте там быстрее, да, вот там не на той скорости находитесь. То же самое в реальном времени смогут отдавать информацию, и можно видеть эффективность своих тренировок. С этой точки зрения, да, вот эти все инструменты, они развиваются, они были 5-10 лет назад, например, вот датчики измерения сердцебиения, да, ЧСС. Сейчас технологии эти же остаются, потому что они очень важны. Искусственный интеллект их немного улучшает, то есть дает какие-то рекомендации, плюс в том числе в режиме реального времени можно какие-то еще внедрять инструменты в эти процессы. Ну, в принципе, из того, что я понимаю, что действительно можно использовать искусственный интеллект, да, уже сейчас его применять, советоваться с ним. Я бы сказал, даже составлять свой биологический портрет. Пока, честно говоря, ребят, я не видел прям крутых программ, видел, что где-то кто-то пытается какую-то одну инновацию хорошо сделать, каких-то комплексных программ, которых, ну, можно посоветовать, я пока не видел. Возможно, будут у нас такие поставщики такого рода оборудования, там, скорее всего, нужно и оборудование, когда нужно все это правильно загружать. Фитнес-тренер, он больше работает с точки зрения уже с этими там данными, самим как бы человеком, пытается предсказать, какой инструмент, да, инструменты — это упражнения, либо виды упражнений, либо виды тренировок будут для него лучше, при том будет понимать его физиологические возможности, там нет травмы, есть травмы, да, его психологическое состояние немаловажно, да, то есть искусственный интеллект не может ваше психологическое состояние измерить, потому что я думаю, что фитнес-тренер, в первую очередь, это психолог, потому что человек индивидуально выбирает фитнес-тренера, да, вот, ну, вот беседа, да, какой-то человек пришел, сказал, что мне вот не нравятся там тренировки, а кому-то, вот наоборот, благодарность. Я вот Вадиму делаю огромную благодарность,
потому что именно вот с его помощью я наконец-то понял те тренировки, которые мне нужны. Это первый раз именно почувствовал, когда я реально прихожу после тренировки, я вот тот же самый хит, и 3 дня я потом могу в спортзал просто не ходить. Я реально, тело просто не просит. Вот после там 3-го дня все, нужно идти там снова к Вадиму, снова идти на хит, вот, либо на какую-то другую тренировку. И я часто, когда мне не получается, допустим, посещать, я ту же самую тренировку я делаю в спортзале, плюс-минус одно и то же, потому что вот организм чувствует, что это ему, в принципе, надо. Вот, тут я очень сильно вижу поддержку фитнес-тренера, мотивация самое главное. Это как бы все очень важно. Вопрос, который мне, наверное, меня просто ставят в тупик очень часто, это ходьба. Вот эти вот датчики ходьбы. Столько шагов я прошел. Я пытался раньше, как бы, вот там, выхаживаю 10 тысяч шагов. Это полезно для здоровья. Я понять не могу. Я понял, что ходьба, там, когда 30 тысяч шагов делаешь, что она реально помогает. Но вот 10 тысяч я какой-то разницы большой не почувствовал. Может быть, это миф или это... Причем здесь ходьба к тренировкам? Например, если делать 0 шагов, то 10 тысяч – это тоже хорошо. Любая физическая активность – это хорошо, главное, чтобы это было безопасно. Ну, что касаемо конкретно ходьбы, вот мы говорили про метаанализы. Различные можно исследования найти, которые говорят об их эффективности, различные можно найти, которые говорят, что это сомнительная вещь. Например, в горку ходить лучше, чем просто прямо. С точки зрения там... А с горки, получается, еще легче. С горки колени заболят. Интервально ходить можно, пожалуйста. Японцы тут недавно какое-то исследование сделали, что ты можешь идти в спокойном режиме 3 минуты, 1 минуту идти, примерно, идти в темпе, как будто ты куда-то торопишься. Вот. И это очень хорошо влияет на оздоровление, выносливость, работоспособность повышает. Почему нет? Здесь кому как комфортно. Мне нравится ходить, например, бегать я не сильно люблю. Кому-то нравится бегать, но я не скажу, что не бегайте. Просто прислушивайтесь к себе, дозируйте нагрузку. Если вы не ходите, то ходить надо. Если вы ходите 30 тысяч, то 10 тысяч для вас уже будет мало. Ребят, это все сугубо индивидуально. Волшебной пилюли нет. Вы являетесь, скорее всего, волшебной пилюлей сами. Вы должны сами найти эту волшебную пилюлю, как у нас был предыдущий подкаст с хиромантом очень известным. Посмотрите, ребята, обязательно. Медицинские препараты, они лучше будут работать, когда они сделаны индивидуально. Тренировки, скорее всего, если они индивидуальные, питание, если оно индивидуальное. Ребята, вы являетесь сами волшебной пилюлей. Сделайте тренировку для себя сами. Начните свое тело в первую очередь изучать. И вот прибегайте к специалистам, как Вадим, за советами, за персональными какими-то, возможно, может быть, он создаст персональную тренировку для вас, какое-то специальное упражнение, поможет вам именно найти ту дистанцию, как правильно выполнять упражнения. Мы очень часто выполняем упражнения неверно, и они никак на нас потом не отражаются, кроме как мы зарабатываем очередную травму, растягиваем себе там те либо иные суставы, хотя мы думаем, мы что-то накачиваем. На самом деле нет, ребята, он просто болит. Потом просто болит, а мышцы от этого абсолютно не растут. Поэтому я хочу задать вопрос про детей. Вот когда говорят про детей, да, я вижу, что вот эта вот лайфхакерская индустрия, она спускается к детям. И они начинают говорить о том, что там ребенку уже детей тренировать фитнес, уже детей отправлять на фитнес. То есть раньше обычного спорта было достаточно, там танцы. И тут уже тинейджеры подтягиваются 11-14 лет, да, вот. Что с этим делать? Я вижу, что молодые ребята просто вот находятся в спортзалах там, да, то есть стараются вот накачать эту мышечную массу, хочу выглядеть как бы классно, хотя раньше, все вроде выглядели неплохо в свои годы, да, там правильное питание, все нормально. Вот ваше мнение, с какого возраста можно заниматься вот фитнес-нагрузками? Я понимаю, что есть дети, у которых там лишний вес. И вам вообще нужно в спортзал, либо лучше куда-то в спортивную секцию? Спорт – вещь не совсем про оздоровление. Да, классно, что есть физическая нагрузка, но опять же, если мы ребенка отдаем для того, чтобы он старался достигать каких-то высоких результатов, то там, к сожалению, мало мы говорим о здоровье и высокие риски травматизации и так далее. Если мы отдаем, чтобы это как-то он просто социально развивался, то вполне нормально. Сейчас, допустим, дети там, 5 лет, 7, до 10 лет,
Они очень много занимаются развитием физической формы, общая физическая подготовка это называется. А уже специальная физическая подготовка именно по виду спорта, она уже чуть дальше идет, и там уже получают кандидата мастера, мастер спорта и так далее. Вот там уже начинаются более сложные процессы. Ребята, которые занимаются в тренажерном зале, тинейджеры, я поддерживаю это направление. Опять же, нужно быть осведомленным. Вот, допустим, если брать нас, в мое время это было мало информации. Да, сейчас, конечно, много сомнительной информации, но и хорошей информации много. Опять же, тот же искусственный интеллект нам более понятную информацию может дать, необходимую. Здесь я с этой точки зрения полностью поддерживаю это направление. Ребята, я считаю, что и девушки, и парни должны заниматься своей физической Вот возраст, там 6 лет, 8, 11, вот. Вот во сколько, в принципе, вот и мы говорим про... Мы сейчас говорим просто про обычный фитнес-клуб, да? Да. Вот, и есть ли там место ребенку 8-летнему? 8-летнему нет. Только если под присмотром тренера. Обычно у нас фитнес-клубы допускают с 16 лет, 18 лет уже как бы welcome. До 16 лет нужно, да, смотреть, потому что я тоже работаю с детьми, и с точки зрения сложно-координационной работы у многих возникают сложности. То есть здесь нужно понимать, какой уровень обучаемости, движения у человека. Да, у взрослых это то же самое происходит, вот, но дети как бы это другая категория. Движения-то вроде простые. Сел, встал, поднял, опустил. И базово нужно, да, их понимать. Если у ребят хорошо получается, это, скорее всего, уже возраст больше 12 лет, 14, 15, 16, уже можно допускать их к тренировкам. И к 16 годам ты уже готов и можешь самостоятельно заниматься. До вот этого времени я бы все-таки работал аккуратно, под присмотром. Но нужно работать, потому что в этом возрасте очень важные физиологические процессы проходят. Ребенок взрослеет, набирает, парни очень много мышечной массы набирают, и нужно это поддерживать, чтобы... Я думаю, что в целом очень логично, да, уже когда 16 лет, это уже все-таки не совсем ребенок. И у меня был вопрос больше именно про детей от 8, там, 9 лет, потому что я уже вижу, там где-то проскакивают в всех социальных сетях, которых они смотрят, уже вот призыв пойти в спортзал, там, ты слышишь уже от детей, что там кто-то плохо выглядит, кто-то не спортивный. Вот это я вообще как бы очень сильно негативно к этому отношусь, особенно, я думаю, ребята, инфо-цыгане, лайфхакеры, не трогайте детей, я вас умоляю. Должен быть закон государства, который запрещает детям показывать какую-либо мотивационную информацию. Нам не нужны плачущие дети, которые прибегают и говорят: папа, у меня там лишний вес или что-то еще. Да. Это просто на самом деле настолько неправильно и должно пресекаться законом. Я прошу государства, если есть такие возможности, начните, пожалуйста, это делать. Не дайте возможность этим инфо-цыганам именно уже начать продавать что-то детям. Это очень плохо заканчивается. Потому что, мне кажется, в 16 лет уже человек как бы может самостоятельно принимать решения и ограничивать себя, то, что хорошо, то, что плохо. В этом возрасте дети еще не совсем понимают. Они там прибегают: вот, папа, я хочу в спортзал, там, меня там сказали, обидели, что-то еще. Ребят, наверное, я думаю, здесь вот моих там 2 цента, что я бы запрещал бы очень сильно. Детей нужно оберегать. Они должны до какого-то времени сами расти, организм развивается. Спортивные секции, скорее всего, профессиональные, где там футбол, хоккей, все остальное, они уже знают, как работать с детьми, это выработанные профессионалы, это уже годы, этапы работы, там разные нагрузки, это уже больше как игра получается, но в любом случае, что касательно вот этих вот там опять, потом какие-то добавки начнут, и то, и это ужас какой-то, да. Вадим, к моему первому вопросу. Лето закончилось, 3 совета, что делать? Вот сбросить вес. Что мне сейчас надо делать? Первым делом, вот что бы ты посоветуешь? Я хочу прийти, я вот пришел вот в спортзал, что мне нужно, и подошел к тебе, да, как фитнес-тренеру. Что мне делать? Спаси, я хочу вот сбросить своих лишних 10 килограмм. С чего начать? А для чего? Я хочу вот лучше выглядеть. Скинуть сколько нужно? Я думаю, я бы хотел бы скинуть 10 килограмм за 2 месяца. За 2 месяца 10 килограммов.
В целом это достигаемый результат, немного сложный, но достигаемый. Я бы порекомендовал начать двигаться к цели 5 килограммам, скинуть 5 килограммов, и рекомендовал бы настроить тренировочный процесс для начала, если мы пришли уже в тренажерный зал, потому что за 2 зайцами, если погнаться, за 3 зайцами погнаться, если тренажерный зал, еще и питание регулировать, возможно, будет сложно. Вот. Хорошо овладеть тренажерным залом, базово, понять движение, прислушиваться к себе, понять, как чувствуют себя мышцы, понять свою нагрузку, поставить технику. Это будет первый месяц. На фоне этого может произойти какое-то похудение. Уже когда там 3-4 недели пройдет, если все будет идти очень хорошо, уже можно корректировать питание. Его можно с самого начала корректировать, но я бы с самого начала за ним просто смотрел, анализировал, что мы едим. Главное, больше не кушать, ребята. Когда вы в спортзал пришли, да, позанимались, потом есть такое понятие, прийти, да, увидеть холодильник и сказать: вау, я хочу так как бы вкусно покушать. У меня аппетит постоянно, я заставлял себя не ходить, и эта привычка, она очень опасная. Да, на самом деле так и происходит, что аппетит растет, стресс какой-то растет, что-то новое, иногда хочется заесть. На самом деле я бы не относился к этому так строго, потому что, ну, это легко приходит, легко уходит. Главное не запускать просто в крайность. Вот, если крайность, то там, конечно, нужно смотреть повнимательнее. А если вы позанимались, пришли, поели, ну, ничего страшного. Главное не оставить это регулярным заеданием после зала. Вот. Если вы поели побольше, ничего страшного. Но мы следим за этим. Самое важное следить, чтобы мы потом могли понимать вообще, почему вся так картина складывается, почему я вообще хочу скинуть 10 килограммов. Потому что вот у меня по питанию, например, я где-то, по моему мнению, делаю лишнее. Я хочу это отрегулировать. Регулируются тренировки, регулируется питание, и уже более понятно становится, что я хочу и куда двигаюсь. Ориентироваться на стартовые цели нужно, но уже по истечению времени цели они будут видоизменяться, поскольку поступает новая информация, и уже более понятно все-таки, что хочется уже вместе с этой информацией. Вот, поэтому сперва тренировки и следить, анализировать питание, а потом уже какие-то детали чуть-чуть подкручивать. Супер, отличные советы. Будем прибегать. Мы как раз-таки, ребят, проверим наш результат через 2 месяца. Если что, пишите Вадиму в Инстаграм. Вот. Ребят, финальный вопрос. Вадим, вот учитывая все нюансы твоей профессии, есть шанс того, что она исчезнет, либо будет видоизменяться. Если будет видоизменяться, нужно обучаться. Как ты думаешь, вот, будучи, наверное, имея какую-то серьезную власть, да, будучи каким-то там лидером серьезным, ты бы, узнав о том, если бы какие-то ученые пришли, да, к тебе в гости и сказали: там, Вадим, есть такая технология, очень классная, искусственный интеллект. Вот на август 2025 года ты бы разрешил бы, сказал: ребят, пока еще рано? Искусственный интеллект? Да. Да, конечно, разрешил бы. На том уровне, который он развит сейчас, он очень помогает, я считаю. Каких-то запредельных, критических, плохо влияющих вещей не происходит. Он очень помогает в образовании и очень помогает в развитии. Я считаю, что развитие — это вообще самое важное для человека с точки зрения профессиональной, с точки зрения семейной жизни. Нужно развиваться. Искусственный интеллект этому помогает, поэтому я это одобряю. Супер. Ребят, все больше встречаю людей, которые перестают бояться искусственного интеллекта. Наоборот, они хотят видоизменять свою профессию. Они понимают, какие есть классные тулзы, которые искусственный интеллект дает. Самое интересное, что мы подходим к такой эре, называется очень четкая персонализация того, что вы делаете в интернете. Да? Четкая персонализация того, как вы кушаете, как вы питаетесь. И вообще, как вы ведете свой образ жизни. Человек, он узко специализирован на самом деле. Мы не можем, в принципе, взять всех, дать какую-то эту волшебную пилюлю, и, скорее всего, все станут счастливыми. Она у каждого своя. И искусственный интеллект помогает это для вас именно изобрести.
Поэтому всем большое спасибо. Спасибо. Вадим, за подкаст. Ждем наших следующих подкастов. Я думаю, ребят, если этот подкаст будет собирать огромное количество лайков, огромное количество комментариев, мы незамедлительно сделаем следующий подкаст с Вадимом. Уже будем разбирать определенные продукты по искусственному интеллекту, какие-то новые фичи, те же самые упражнения и новые новости в мире фитнеса. Вадим, спасибо. Спасибо, жду с нетерпением.